Всем привет! Вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим обзор третьего матча Кубка Вызова 79 года между сборной СССР и сборной НХЛ, основу которой составляли лучшие канадцы. Первый матч остался за сборной НХЛ 4-2. Во второй игре сборная СССР, проигрывая к середине поединка 4-2, вытащила игру и победила 5-4. В третьем определился победитель. У сборной СССР пропускали матч из-за повреждений Валерий Харламов и Владимир Голиков. В ударной тройке вместо Харламова с Петровым и Михайловым вышел Александр Голиков. Но самой большой неожиданностью оказалось появление в воротах нашей команды Владимира Мышкина вместо Владислава Третьяка. Как сказал тренер нашей сборной Виктор Тихонов: «Я просто видел, что Мышкин в этот момент был лучше готов великого напарника». У сборной НХЛ также поменялся вратарь. Вместо Кена Драйдена появился Джерри Чиверс. Тренером же НХЛ был Скотти Боуман. В этот день, 11 февраля 1979 года, на лед вышли Васильев, Михайлов, Петров, Балдерис, Лефлер, Гейни, Боси, Тротье и многие другие звезды. Не забудь подписаться, если любишь те великие игры. Игра началась осторожно, и первый момент создали наши. Капустин промчался по краю, его сбили за воротами, и шайба попала к Балдерису, который мог забивать, но Чиверс спас свою команду. Капустин. Балдерис, можно бросать, бросок к воротам, шайба попадает в Чиверса, еще один бросок. Голиков забрал шайбу в углу и выдал передачу на убойную позицию Петрову, который в касание не сумел забросить. Чиверс выручил. Петров, бросок по воротам. Шайба у Джерри Чиверса. Макдональд со входа в зону мощно бросал по воротам, но Мышкин очень далеко выкатился и справился с броском. Макдональд бросал по воротам. Обратили внимание, как Мышкин далеко выехал из ворот. Сборная НХЛ пришла в себя, и Хедберг уже очень опасно атаковал наши ворота. После этого было и добивание, но Мышкин начеку. Провал Хедберг. Первый период так и закончился 0-0 при отличной игре обоих вратарей. Закончился первый период матча. Счет не открыт, 0-0, перерыв. Второй период начался с опасной атаки сборной НХЛ. Жильбер Перро после ошибки наших игроков в своей зоне опасно бросал между ног Мышкину, но Владимир справился с броском. Счет по-прежнему 0-0. Второй период у нас начала пятерка Владимира Петрова. Вот опасный момент около ворот Мышкина. Наш вратарь успевает накрыть шайбу. На 26-й минуте Александр Голиков перехватил шайбу в средней зоне, отдал ее Борису Михайлову, а наш капитан уже сделал все красиво, отправив шайбу в ворота мимо Чиверса. 1-0. Красивый гол. Бросок по воротам, и Борис Михайлов, наш капитан, забрасывает первую шайбу в ворота сборной НХЛ. Отличный проход по правому флангу и, я скажу вам, неожиданный бросок нашего капитана. Еще раз посмотрите этот момент. Бег защитник команды НХЛ. Решил, что с такого угла трудно будет поразить ворота Борису Михайлову. Как раз с точки вбрасывания бросал Михайлов по воротам. Итак, 1-0 впереди сборная Советского Союза. Через 2 минуты СССР в большинстве. Балдерис сохранил шайбу в чужой зоне, отъехал в угол и резким и точным пасом на пятачке нашел Жлуктова, который классно подставил клюшку. 2-0. Также ассистент Васильев. Передача, бросок по воротам, и Жлуктов направляет вторую шайбу в ворота сборной НХЛ. Наша команда сумела использовать численное преимущество. Отличная была передача Жлуктову, который находился на пятачке перед воротами. Давайте с вами посмотрим еще раз эту комбинацию. Вот Балдерис увидел Жлуктова, который на секунду смог освободиться от опеки соперников.
и точно направить шайбу в ворота Чиверса. 2-0 впереди сборная Советского Союза. Сборная НХЛ была ошарашена двумя пропущенными шайбами и пропустили еще одну атаку. Ковин и Скворцов сыграли в стенку, и Ковин выдавал Варнакову уже на пустые, но обошлось для НХЛ чудом. Вы знаете, я сказал, что можно бросать, а в последний момент подумал о том, что вот как раз можно было сделать передачу, потому что все хоккеисты поверили, что будет бросок по воротам. А если бы была передача, то, я думаю, могла наша команда добиться успеха. Какой штурм ворот сборной НХЛ. Голикова накрывают при броске, но он не выключился из эпизода и, не глядя за спину, отдал великолепный и неожиданный пас на Михайлова, и тот в касание мог забивать, но Чиверс спас НХЛ. Какой шедевр нарисовал Голиков Александр. Голиков, бросок по воротам, шайба попадает в перо. Еще один бросок. А где шайба? Да, Борис Михайлов имел отличную возможность увеличить счет, но спас хозяев поля вратарь Чиверс. Сборная НХЛ приходит в себя. Ги Лефлер прорывается опасно к воротам, но Мышкин останавливает шайбу. Она по-прежнему в зоне сборной Советского Союза. Передача Лефлеру. Мышкин молодец, выручил сейчас команду, был очень хладнокровен. В этой затяжной атаке НХЛ в большинстве Тротье встает во вратарскую и в наглую держит клюшку Мышкина рукой. Мышкин хочет сыграть, Тротье ему не дает и еще и вдобавок бьет нашего вратаря. За такое Тротье нужно выгонять до конца игры, а судьи дали обоюдное удаление Мышкину и Тротье. Возмущению Михайлова нет предела. За что удалили Мышкина? За Мышкина отбывал штраф Гимаев. По-моему, будет удаление в составе теперь уже хозяев поля за неправильную атаку нашего вратаря. Удаляется кто-то из хоккеистов сборной НХЛ. По-моему, это Тротье, центральный нападающий. Посмотрите, какая отчаянная борьба идет на пятачке перед воротами. По 4 полевых игрока в каждой из команд. Мешал явно Тротье действовать нашему голкиперу. Находился хоккеист сборной НХЛ в площади ворот. Посмотрим, какое решение примет арбитр. Решили удалить Мышкина за нарушение правил на 2 минуты. И сейчас кто-то из наших игроков должен сесть на скамейку нарушителей, отбывая штраф за своего вратаря. Тротье и Мышкин. Ну, что можно ждать в сегодняшнем матче, когда сборная Советского Союза впереди 2-0. Мощнейший бросок от синей линии, но Мышкин отражает шайбу. Выступая самым именитым, и Мышкин, посмотрите, как отразил сейчас бросок. Капустин убегает от защитника, и тот хотел со всего размаху клюшкой ударить Капустина. Не достал, но Чиверс отразил угрозу. И вот Капустин опережает соперника, выходит к воротам, бросок, вратарь отбивает шайбу Балдериса, Балдерис отправляет шайбу Капустина направо. Сейчас наша атакует, но атака не получилась. Сборная НХЛ начинает играть все жестче. Один силовой прием за другим. И очень жестко играет Макдональд против Михайлова. Шайба у Гимаева. Гимаев идет вперед. Сталкивается с соперником. Это Потвин применил силовой прием. Но это же еще силовой прием применил Стариков. Наши тоже отвечают и тоже делает это по всем правилам искусства. 2 минуты 19 секунд до конца. Нет, борьба продолжается. Шайбу Петрова. 35 секунд до конца второго периода. Выбросили наши шайбы. Это уже что-то из области вольной борьбы. И еще там продолжается схватка. Сальмин. Любой ценой. Но мы это видели, что вот сейчас пас рукой. Здравствуйте. 22 секунды. Мы не раз с вами видели. Ну, правда, может быть,
не в таких ответственных матчах, но видели, что профессионалы проигрывать не любят. И любой ценой, вот вы видите момент столкновения Макдональда с Михайловым. Это что-то уже из области матчей 1972 года. Не любят проигрывать. И, видимо, третий период самый тяжелый будет для нашей сборной, потому что уже будет брошено все. Наверное, и судейство, и, так сказать, игра мастеров, звезд. Второй период так и закончился со счетом 2-0 в пользу СССР. Итак, 2-0 в пользу сборной Советского Союза. Эти две шайбы во втором периоде забросили Михайлов и Жлуктов. Перерыв. Третий период начинается с опаснейшей атаки НХЛ, но Мышкин вновь далеко выкатился и отразил бросок. И вот Хедберг выходит в ворота Мышкин. Бросок. Мышкин отбивает. Отлично! Балдерис красиво прорвался сквозь оборону сборной НХЛ, но забить не получилось. Балдерис уже в зоне. Идет вперед. Шайба у него. Хороший выход. Бросок воротом. Выше ворот. Выше ворот. Если вы помните, когда наши хоккеисты играли в 1972 году против сборной Канады НХЛ, мне посчастливилось вести репортаж об этом первом матче, когда был развеян миф непобедимости канадских профессионалов. Тогда говорили, дескать, профессионалы не в лучшей форме. Сейчас все они без исключения, вот опасный момент, хорошо играет Мышкин. Все без исключения, даже на страницах печати, говорят о том, что они в отличной форме, что это лучшие в месяц их спортивной формы. И действительно, играют они очень сильно. Макдональд действительно бросок воротом хорошо сыграл Первухин. Перро теряет шайбу перед своими воротами. Скворцов и Варнаков играют в стенку, но Скворцов попадает в штангу. Перро пытался уйти, не получилось. Шайбу Скворцова. Передача, опасный момент, бросок. Да, какой момент. Шайба не вошла в ворота, жалко. Лефлер бросает по воротам, рикошет, но Мышкин сегодня стена. Профессионалы. Лефлер бросает, Мышкин играет превосходно. На 49-й минуте Гемаев и Балдерис выходят вдвоем на одного защитника. Гемаев отдает Балдерису, Чиверс выбросился на Хельмута, а Хельмут мастерски убрал шайбу на неудобную и послал в ворота. 3-0. Классный гол. Арбаксименев уже применив футбольный прием, выбрасывает шайбу, она у Гемаева. Гемаев передает налево, опасный бросок. Балдерис забрасывает третью шайбу. Ворота всех звезд НХЛ профессионалов. Ну что, дорогие друзья, я могу сказать, не знаю, как закончится матч, хотя верю, что он закончится благополучно, но такой игры от нашей команды, такой волевой, дружной, такой целеустремленной, бесстрашной я не видел, хотя вел репортажи с 21 чемпионата мира по хоккею в шайбы. Это игра. Играются ведь против сильнейших профессионалов мира. Лучше нет. Нету лучше игроков, товарищи. Вот здесь на поле. Лефлер, Робинсон, здесь звезды канадского хоккея, о которых мы читали, которых мы видели, которых мы знаем. Они находятся в отличной спортивной форме. И вот они уступают нашим хоккеистам 0-3. Предпринимают отчаянные попытки, чтобы сменить ход борьбы. Атакуют все. Идут с применением силовых приемов, жестоких силовых приемов, но играют наши отлично. И сборная НХЛ рассыпалась. Через 1,5 минуты Ковен с красивого оставления назад Скворцова с убойной позиции сходу расстрелял мощнейшим щелчком чужие ворота. 4-0. Чиверс даже не дернулся. Матч сегодня судит бригада арбитров НХЛ. Бросок воротам. Гол! Ковен забросил еще одну шайбу в ворота сборной НХЛ. 4-0. 9 минут 39 секунд до конца встречи. 4-0. Сборная Советского Союза выигрывает третий матч у сильнейших профессионалов мира. Телезритель имеет возможность посмотреть еще раз этот момент. Ковен не стал раздумывать, бросил так, что Чиверс ничего не мог поделать. Шайба в воротах. 4-й раз зажегся красный сигнал за воротами профессионалов всех звезд современного хоккея НХЛ. Сборная НХЛ пытается отыграть хотя бы одну,
Бек отдает Нильсону, тот в упор расстреливает Мышкина, но сегодня ему не забить. Нильсон отдает Товару. Товар Беку. Передача. Сейчас будет бросок. Мышкин бросается. Молодец. Какая реакция. И как защищают наши ворота. Посмотрите, товарищи зрители, как самоотверженно и дружно играют. НХЛ выигрывает шайбу за нашими воротами, и через мгновение Потвин бросает от синей линии сходу, но вновь Мышкин. Руководители. Сейчас спросите. Атака, передача. Вот опасный Потвин бросает. Где шайба? У Мышкина. Молодчина. Просто молодец. 7 минут 40 секунд. Да, так вот кое-кто говорил здесь, что эти 3 встречи чуть ли не главное событие сезона. Ну что ж, не будем с ними спорить. Североамериканский профессиональный хоккей сейчас намерен любой ценой поддержать свой несколько пошатнувшийся авторитет. И вот предпринимались явные попытки поднять значение этих матчей выше чемпионата мира. Если хотят канадцы участвовать на равных, пусть приезжают на чемпионаты мира в полном составе, потому что даже на своем поле, сражаясь изо всех сил так, как они умеют, они уступают хоккеистам Советского Союза. На 53-й минуте Сергей Макаров, разогнавшись из своей зоны по центру на скорости, получает пас от Капустина, легко уходит от Потвина и с неудобной забивает Чиверсу. 5-0. Пятая шайба в воротах команды всех звезд НХЛ, команды сборной профессионалов Национальной хоккейной лиги. 5-0. Сразу и незаметно, но Потвин от злости со всего маха бьет клюшкой Макарову по спине, и из-за этого Макаров рухнул на лед после гола. Какая подлость! Канадцы проигрывать не умеют, а Потвина даже не удалили. Честно, за такое я бы дисквалифицировал игроков на полгода. Пусть подумает. Полный разгром сильнейших звезд Национальной хоккейной лиги. Кто бы мог подумать? Через 2 минуты Александр Голиков, отлично проведший этот матч, перехватил шайбу в своей зоне, прошел всю площадку и мощнейшим броском добил НХЛ. 6-0. Полный разгром. Примечательно, что сделал он это в меньшинстве. Красавец. Вот шайбу перехватил Голиков. Идет вперед. Входит в зону и бросает. Гол! 6-я шайба в воротах Чиверса. 6-0. Вот это, как говорят теннисисты, баранка. Вот это баранка. 6 шайб в воротах хозяев поля. Мэдисон Сквер Гарден просто обомлел. В меньшинстве играя, Голиков забросил шайбу. 6-0. Сборная Советского Союза впереди. Причем забросили шайбу, когда наша команда была в меньшинстве. Ну что же, после заявления в печати, что сейчас хоккеисты, все звезды находятся в отличной форме, февраль месяц, вот мы действительно видели команду высокого класса, но уступающую сборной Советского Союза. Бросок наши сильнее. Профессионалы отбрасывают шайбу, она у Кларка. Кларк отдает Лефлеру, но не лучшие звезды профессионального хоккея, ни Лефлер, ни Кларк, ни Робинсон не могут сегодня переиграть советских хоккеистов, которые играют с таким подъемом, с таким настроением, так собранно и точно, что уже идет минута и 40 секунд до конца матча. 6-0 в пользу сборной Советского Союза, и победа близка. Виктор Тихонов впервые разгромил великого Боумана в формате «лучшие против лучших», а самым крутым решением было поставить в рамку Владимира Мышкина, хотя, естественно, великолепно сыграла вся команда, в том числе и Александр Голиков, который классно заменил в первой тройке Валерия Харламова. А как вы считаете, Харламов бы лучше сыграл, чем Голиков? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал. До свидания. Сегодняшний репортаж вели Евгений Майоров и Николай Озеров.